Всем добрый день, друзья мои. Я хочу подарить вам очередной ритуал, заговор. Оно необычный. Я вам уже говорила о том, что армянский язык – это практически немножко видоизмененный санскрите. Мы всегда говорим на санскрите, это означает то и это. Многие не понимают, что такое санскрите, на самом деле просто слышали и повторяют. Санскрите – это про язык, это мать всех языков. Это изначальный язык, из которого берут начало все языки мира. В армянском языке очень много элементов, которые можно встретить на разных языках мира. То есть в разных, извиняюсь. И эти все элементы говорят о том, что армянский язык – прямая наследница праязыка мирового. Вообще армянский язык относится к индоевропейским языкам. Я хочу вам сказать, что любой ритуал, который совершается на исконном древнем языке, он работает намного быстрее. Я дарила вам очень много различных ритуалов, заговоров на удачу, на деньги, на здоровье и прочее. Сегодня я хочу подарить вам именно на армянском языке ритуал. Естественно, под видео будет уже набранный текст. Я даже не хочу вам выдать другой вариант на русском языке. Почему? Чтобы у вас не было соблазна читать на русском языке, для легкости, поскольку это легче намного, правильно, на своем языке. Я дарю вам именно на армянском языке для того, чтобы вы убедились, насколько это сильный язык и насколько быстро это срабатывает. Есть такое понятие вибрации языка. Когда я не говорю заумными фразами, это по той причине, чтобы человек мог понять. Я предпочитаю говорить на естественном языке, на понятном, на том языке, на котором говорят масса людей, чтобы особо не премудряться, чтобы достичь цели, чтобы человек сразу понял, о чем я хочу сказать. Однако в данный момент приходится употреблять определенные термины. Вибрация языка существует. И вибрация языка – это некий такой код, который узнают древние силы. Силы, которые много тысяч, а может миллионов лет назад, то есть приходили по зову вот этих слов. И они приходят снова, узнавая вибрации, знакомые вибрации. Мы все родом из детства. Мы все узнаем родные запахи, звуки, какие-то пейзажи, нашего детства. Что-то пробуждает в нашей голове. Точно так же есть детство магии, есть изначальное, есть начало магии, истоки. И когда мы касаемся истоков или говорим на том языке, который существовал еще во времена истоков, то есть формирования народности и формирования цивилизации, то силы, которые тогда изначально помогали, узнают свое детство, можно сказать, узнают свои истоки, свое начало. И, естественно, она срабатывает быстрее. В данный момент ритуал называется драм. Драм на армянском языке – деньги. Я даю вам немножко видоизмененный ритуал. Естественно, это мой ритуал, созданный на основе более древних ритуалов. Не переделанная основа – это совсем другое. Основа – это канонические законы. Это то, чему ты придерживаешься. Когда человек пишет икону, он не берет чужую икону и не списывает оттуда. Он придерживается каноническим, скажем, определенным укладом, закону, каноном. Понимаете, он не переступает канон. Например, не изображает икону, с айфоном, а изображает так, как было принято в древние времена, вкладывая свое. То же самое означает на основе созданные, то есть взятые определенные слова, определенные звуки, определенные звуковые такие, скажем, композиции, которые
создают какую-то некую вибрацию, понимаете, пространство начинает оживляться от этих слов. И зная такие секреты, такие тайны, да, когда ты очень долго изучаешь один предмет, ты создаешь нечто такое, что соответствует канонам, то есть законам именно вот этого направления магии. У тебя получается, и поэтому ритуал рабочий. Вот что означает на основе созданное. Итак, драм означает деньги, денежный эквивалент. Деньга, если уж так грубо перевести. В Армении в данный момент денежная единица называется драм. Это очень-очень древнее название, драм. У арабов дирхемы, насколько я знаю. Драм именно означает монета, имущество. Я буду читать на армянском языке, но изначально я вам объясню. Когда проводили ритуал денежный, вот опять же основа, канон, как проводилось. Красили в красный цвет свечу, либо обматывали красной нитью или красными лентами. Красный цвет должен был быть. На стол ложили красную ткань. Брали определенную шкатулку. Вот эта шкатулка, глаз дракона, мне очень нравится, поэтому я решила использовать его. То есть шкатулка должна быть либо из натурального камня, либо из серебра, либо из дерева. Ну, не пластмассовый желательно. Потому что у пластмассы нету живой энергии. Но вот это вот искусственный камень, собственно говоря. Его можно использовать. Так вот. Берется какая-то золотая вещь, золотое украшение. Должно быть украшение ваше. Не мамина, не бабушкина, именно ваше, то, что вы носите. Но если вы взяли в подарок у родителей или у старших, или у кого-то, и это ваше уже, да, вы уже носили, то можно это украшение брать. Одно золотое украшение. Переписываете этот заговор на маленькую бумажку. Ну, можете отдельно для себя, как бы в дневнике, да, вы собираете в тетради. Насколько я знаю, у каждого есть книга теней, уже это хорошо. И записывайте вот так мелко на маленькой бумаге. На клочке бумаги берете определенное украшение. Вот я, например, взяла цепочку. Это один из моих первых подарков, давно сделанный, поэтому я носила много, и я люблю. Это, значит, это афганская граната. Итак, вот так. Золотое украшение. Читаем 7 раз. Я, наверное, прочитаю 1 раз или 2 раза, поскольку я устаю в последнее время. Вы чувствуете по голосу усталость. Очень много работы, очень много всего. И, между прочим, на днях еще будет очень приятное объявление для вас, для всех. Собственно говоря, это объявление не первый раз будет. Это будет длиться месяц с чем-то. Если вы помните, я должна была издать, я говорила, что я издам все свои архивы, так вот, заранее говорить не буду, но очень сильно устаю, поскольку очень много работы. Так вот, друзья мои, первый раз, когда вы делаете этот ритуал, вы ставите красную свечу, стелите красную ткань, находите сундук, золотое украшение и переписываете мелко вот на бумаге заговор. Дальше вам нет нужды постоянно, значит, накрывать там, ложить красную ткань, брать красную свечу и прочее. Вам просто достаточно, после того, как вы прочитали, положить этот заговор в сундук, сверху положить золотое украшение. И каждый день просто вытащить, прочитать точно так же, положить сверху украшение. Все. И вы посмотрите, как ваше денежное довольствие станет повышаться. Если у вас работа зависит от собственного бизнеса, от клиентской базы и так далее, то тем более. И почувствуйте разницу между языками. И когда вы это почувствуете, и когда у меня будет уже следующая книга «Армянская магия», вы с большой радостью будете пользоваться этими ритуалами. Почему? Потому что вы поняли, насколько сильны
сильна вибрация этого языка, насколько этот язык попадает в цель сразу же. Вот один человек мне как-то сказал, против армянских и болгарских ведьм лучше не встать. Вот это реально так. На этих языках, я не знаю, почему именно эти языки, хотя они разные, различные очень, да, на этих языках любое проклятие, любое благословение доходит настолько быстро, что вот просто такое ощущение, что кто-то выхватывает и доносит до цели. Итак, я читаю на армянском языке. Это призыв денег в дом. Это о том, что я облачусь в золото, в серебро. Кто мне даст денег, у того возьму, а дадут мне все и так далее. Остальное, я думаю, что вы меня давно знаете, и вы доверяете, и вы знаете, что я вам плохого не посоветую. Читать на армянском языке. Неважно, правильно вы прочитаете одну букву или нет, это не имеет такого огромного значения. Поверьте мне, армянский язык тоже деформировался за века, очень много менялось, очень много есть наречий армянского языка, и поэтому многие армяне сами на своем языке на нескольких вариантах говорят. Это не важно. Постарайтесь, чтобы именно вот как есть О и называйте, А значит А. Я постаралась смягчить эти звуки для того, чтобы, поскольку не все звуки есть в русском языке, естественно, я заменила более такими мягкими звуками. Итак. Драм, драм, драм канчеци, драм га им тун, им дзерк. Драм, драм, драм խնդրեցի, драм տվողից վերցրեցի, драм ստանամ, հարուստանամ. Ոսկի, արծաթ, թանկարժեք զարդ, իմ տուն, իմ ձեռք, դրամ, դրամ, դրամ խնդրեցի, դրամ ստացա, հարուստացա. Еще раз читаю. Դրամ, դրամ, դրամ կանչեցի, դրամ գա իմ տուն, իմ ձեռք, դրամ, դրամ, դրամ խնդրեցի, դրամ տվողից վերցրեցի, դրամ ստանամ, հարուստանամ. Ոսկի, արծաթ, թանկարժեք զարդ, իմ տուն, իմ ձեռք, դրամ, դրամ, դրամ խնդրեցի, դրам ստացա, հարուստացա. Если некоторые звуки не сможете произнести, не беда, ничего страшного в этом нет. Я постаралась так вот по слогам читать, чтобы вы смогли как бы прислушаться к интонации и как это произносится. Постарайтесь, можете включить и со мной несколько раз это прочитать, потом уже вам будет легче. И этот заговор вам поможет всю жизнь постоянно получать быстрые деньги. Удачи вам. А, да, до того, как я удачи вам пожелаю, я забыл сказать. Прочитали, положили сюда, а это сверху. Закрыли. Спрятали какое-нибудь укромное место, можете положить прям, где вам удобно, пускай там красиво виднеется, это не важно. Главное, чтобы никто туда не лез особо, потому что это ваша территория, ваша энергия. И вы накапливаете, собираете в этом сундуке денежную энергию. И вы все время будете читать. Если вам захочется носить эту вещь, носите. Если захочет заменить другой золотой вещью, замените. Хоть сундук поменяйте, не имеет значения. Просто первый раз, когда вы будете менять и по новой начинать этот ритуал, или, может быть, вы переедете куда-нибудь и захотите там это сделать, первый раз стелим красную ткань, ставим красную свечу и делаем, как я показала. Остальные разы просто вытаскиваем, можете утром, можете перед сном, как вам удобно. Читаем 7 раз, положили обратно, сверху золотую вещь, закрыли сундук. Все. И вот так вот, таким образом, пусть постоянно это у вас будет. Не ленитесь это делать. А что у нас будет происходить, вы сами узнаете, поймете, как всегда будете довольны. Вот теперь уже удачи.